Всем привет! Я решила вам показать замечательный способ очень быстро украсить текстильную сумку. Причем совершенно не обязательно это делать какими-то специальными материалами. Вот такая вот маленькая сумочка у меня расписана. Никогда не угадаете чем, а расписана она восковыми мелками. Они называются по-разному карандашами восковыми, мелками, то есть как вам угодно. Я делаю выкраски сразу на картонке, чтобы видеть, какой цвет карандашей восковых у меня находится в наличии. Отбираем у детишек, у своих совершенно ненужные, я думаю, для них вещи, потому что, порисовав несколько раз, детишки все равно переходят или к фломастерам, или к обычным карандашам, как-то восковые, ну, например, у нас не пришлись никому по вкусу, кроме меня. Вот я тоже поделюсь с вами, как можно их использовать. Да, вот такие карандаши называются каляка-маляка. Именно каляка-маляку мы с вами делать и будем. Вот такую каляку-маляку, такой вот городок в лесу. Я это называю дачный городок. Что нам нужно для работы? Ну вот восковые мелки, восковые карандаши я показала. Я их сразу вынимаю из коробки для того, чтобы видеть все цвета сразу, не открывать все время коробку. То есть оптимизирую процесс. Здесь есть немножко подрисовки красками текстильными, но и без этих текстильных красок будет все замечательно. Сейчас вы все увидите. Что нужно для работы? Обязательно хлопчатобумажная ткань, потому что основа этой работы – это закрепление красок утюгом. Вот такой утюг боевой у меня, еще не остыл. Вот, перед тем, как работать, естественно, я хлопчатобумажную ткань погладила. А вторым условием, конечно, идут сами мелки, потому что этими мелками я буду восковыми рисовать, то есть раскрашивать. Обязательно нужна наждачная бумага, которая у меня лежит под тканью. Эта бумага наждачная нужна для того, чтобы во время прогревания отдача тепла шла с двух сторон. Вот такая вот у меня влагостойкая шлифовальная бумага. Любая бумага пойдет. Я просто показываю, какая у меня. Вообще у меня бумаги дома много. Далее мы берем копировальную бумагу. Все знают этот процесс. Кладем копирку. На копирку кладем листок с изображением. Изображение вы можете взять в интернете. Домиков разных огромное количество. Или же вы можете домики нарисовать самостоятельно. Думаю, что многие справятся с этой несложной задачей. После того, как домики вы перенесете, конечно же, вам захочется что-нибудь на этих домиках добавить и от себя. Ну, например, кирпичики какие-то пририсовать. Но это уже такие декоративные вещицы. Вот. Но самое главное, мне так кажется, что хочется, чтобы в этом, вернее, на этой сумочке была какая-то композиция. Поэтому вот прям так вот ручкой, без всяческой копирки, я сделаю деревья. У деревьев веточки в разные стороны, без каких-то там прям жутких подробностей, но тем не менее, вот, да, одно дерево у меня получилось. Потом во время раскраски все оно будет гораздо интереснее. Так, вот одно дерево с этой стороны, и с этой стороны я тоже сделаю какое-нибудь симпатичное деревце, чтобы интереснее смотрелась композиционно эта работа. Ну, почему бы и нет. Так, крону такую сделаю пышную. Старайтесь не выходить за пределы наждачной бумаги. Она ограничивает, в общем-то, собой размер
нашего рисунка. Вот где-то можно добавить еще какие-то там елочки или что вы захотите. Но мне кажется, что этого вполне достаточно. Мне просто не хочется затягивать время, которое мы с вами отвели на работу. Ну и далее все просто. Мы берем мелки и начинаем раскрашивать то, что у нас есть. Так, начинаю с домика. Куда-то у меня даже пропал желтый цвет, поэтому я могу его запросто позаимствовать в другой коробке. Да, все здесь взаимозаменяется. Что я хочу сказать? Конечно, мелки бывают и потверже, и помягче. Здесь абсолютно это не важно, потому что мы регулируем нажим этих мелков. Если плохо отдает цвет, нажимаем посильнее. Если хорошо отдает, значит все нормально. Что я хочу сказать? Они еще и смешиваются по цвету между собой, поэтому вы можете на какой-то один объект, например, на домик, да, сразу двумя цветами сделать вот такой вот рисунок. И начинаем получать удовольствие от работы, потому что эта работа действительно доставляет удовольствие. Если вдруг вы поняли, что у вас немножко двигается ткань, это говорит о том, что ее нужно пригладить. Я вот сейчас включу утюг опять. Причем не вздумайте гладить, если у вас уже что-то нарисовано с помощью восковых карандашей, без салфетки. Обязательно положите салфеточку на рисунок, который вы уже сделали с помощью восковых карандашей, и прогладьте через салфетку, через бумажную. Можно просто через лист бумаги проглаживать, тоже замечательно. И сейчас я вам покажу удивительную вещь. Смотрите, как красиво смотрится обратная сторона бумаги. Вот, в принципе, сейчас вы увидели тот момент, как закрепляются все эти рисунки, созданные с помощью восковых мелков. Мне, например, нравится их больше называть восковыми мелками, чем восковыми карандашами. Вот, но это уже зависит, конечно же, от ваших вкусовых предпочтений. Делаю такие вот я яркие крыши. Замечу, что карандашики эти мелкие стесываются во время работы и получаются где-то плоская поверхность, где-то остренькая, и потом очень удобно вращать. Получается здорово. Вот такие синие крыши кое-где. На самом деле я все-таки стараюсь, чтобы у меня цвета друг с другом не соприкасались, но мы все-таки подработаем это с помощью красок, и если произойдет такая вещь, то мы все сможем поправить. Да, стараюсь это делать я побыстрее. На самом деле особо здесь и не нужно ничего раздумывать, потому что работа-то, конечно, несложная. Не обязательно что-то прокрашивать прям уж тщательно, потому что оно и так все это будет смотреться здорово. Надоело мне работать синим цветом, поэтому я возьму цвет фиолетовый, вот такой вот чудесный, и продолжу им. Смотрите, как красиво все это смотрится, гармонично. И опять же повторюсь, насколько все быстро. Не быстрее, чем красками, конечно, но тем не менее. Да, вот красота красотища, на мой взгляд. Вот боковинку сделаю потемнее, по-оранжевей. Здесь сделаю оранжевую крышу. Почему бы этого не сделать? Да, как бы кирпичные крыши в
вполне себе они такими могут быть. Зеленый цвет не буду брать, потому что зеленая травка у меня будет, мне хочется поберечь его. Да, но зато у меня есть вот такой вот фиолетовый. Тоже мне он очень нравится. И вот такая вот у меня будет фиолетовая крыша. В принципе, я считаю, что это замечательное занятие с детишками. Если вы решите вместе что-то нарисовать, я думаю, что они будут рады. Я сразу возьму потемнее мелок для того, чтобы что-то такое еще и прописать. Да, чтобы какие-то добавить контрастные вещи. Я очень люблю, когда вот какие-то такие живые штучки получаются. Ну и, конечно же, закрашу в окнах стекла темным цветом для того, чтобы получилась глубина. Ну вот смотрите, как быстро, да, без особого труда мы все сделали. И теперь мы можем пойти сделать деревья и полянку. Вот темные какие-то места я пройдусь темным мелком, а потом более светлые пройдусь мелком более светлым. Особо что-то выдумывать, мне кажется, здесь не стоит, потому что прелесть этой работы как раз и будет заключаться в том, что она вот такая вот живая, интересная. Да, вот я травку. Да, ничего не выдумываю, прям вот так вот особенного. Да, вот. А уже красиво-красиво. Контуры деревьев я тоже пройду. И сейчас у нас все образуется. Конечно же, хочется, чтобы какое-то солнышко на полянке присутствовало. Немножко не видно яркости какой-то, но сейчас я добавлю зеленый цвет, и вы все увидите. Вот этим зеленым я подработаю не только полянку, но и деревья. Да, вот немножко с наклоном вот так вот я заштриховываю. И все замечательно. Да, вот такими большими прям движениями. Для того, чтобы стволы у деревьев написать, я возьму коричневый цвет. Вот, и у меня есть зеленый, более темный. Им я пропишу, да, более темные места полянки. Низ полянки хочется сделать потемнее. Да, особо, смотрите, я ничего тут не выдумываю. Вот такая вот прям красота, красотища получилась. Что мне нужно сделать? Сделаем мы небо. Да, это я уже разговариваю с вами, потому что вы тоже уже участники этого процесса. Небо я делаю вот так вот. Горизонтальным штрихом. И у меня получился вот такой пейзажик.
да, который, в принципе, может украсить и любую сумочку, или любой другой объект, который вы задумаете украсить. Что мне нужно сделать? А вот теперь начинается пожалуй, самый интересный, самый нужный процесс – это глажка. Да, я вам уже показала на начальном этапе, как нужно проглаживать. Сейчас я сделаю то же самое. Утюг в режиме хлопок. Я должна выпарить весь воск из этих карандашей, из этих восковых мелков. Единственное, что, конечно же, утюгом без бумаги не ходите по окрашенной поверхности. Вот, и сейчас соберу. Утюг без пара, он у меня немножко шипит, пар есть, но я не нажимаю. Да, мне тут, я готовилась к уроку, а родные и близкие, конечно же, водички брызнули. Даже вот оттиск, который получается, уже смотрится как красивый акварельный подмалевок. Вот все, да, на наждачной бумаге, смотрите, как здорово смотрится изнанка, как акварелька такая. И что мы себе можем позволить еще сделать с этим рисунком? Вы можете взять текстильные красочки и с помощью их подработать рисунок, то есть немножко расписать. Ну, это уже по желанию, потому что мне кажется, что уже все получилось замечательно. Машу руками, еще кисточки, выбираю кисточки. Потому что, конечно, от того, какие кисти вы выберете, от этого и будет зависеть, насколько аккуратно эта самая роспись получится. Краски у меня текстильные Декола по ткани. Как правило, беру черную и белую краску. Да, больше мне здесь не нужно. И что я ими делаю? Ими я просто уточняю какие-то детальки. Это я, конечно, взяла очень кисточку. Просто уточняю какие-то детальки для того, чтобы, ну, во-первых, работа смотрелась более контрастной. Но это в случае, если вам такие работы нравятся. Если вам нравится вот акварельность, то уже и без всяких красок вы можете обойтись. Вот таким вот образом все отрабатывается, да, легкими движениями. Самое главное подобрать кисть, которая для руки вам будет удобна. Я не все даже прописываю, для того, чтобы не было какой-то там обведенной истории. Вот это я больше всего не люблю. Потому что если обвести все это по контуру, это, конечно, будет страшненько смотреться. Да, страшненько. Вот. А если вы будете вот играть вот в такие штучки, да, в пятнышки, то это будет нормально. Добавлю вот эти штучки. Обязательно черные окошки. Можно уточнить всяческие рисунки. Я обращу ваше внимание, что я работаю чистой краской, не пользуюсь водой. Вот краска достаточно хорошего качества, и я считаю, что мне здесь никакой воды не нужно, потому что я могу потерять связующую, да, которая, в общем-то, и делает эти краски текстильными, то есть разбавив водой. Существуют специальные разбавители для этих красок. Вот если вы разбавите специальным разбавителем, например, деколовским,
то, конечно же, вы можете и более акварельно ими писать. Я имею в виду красками по ткани. Вода вообще не лучший разбавитель для акриловых красок, напомню. Если кто не знает или если вы забыли. Да, вот, смотрите, как быстро, да, можно на досочке разделить. Мне, например, очень не хватает иногда вот такой контрастности. Я люблю такие вещи. Да, конечно же, здесь чисто вкусовые штучки, но пусть будут. Поправлю деревья. Так, вот здесь темные. Если появляется желание разбавить, берите состав для того, чтобы разбавить краски и разбавляйте. У меня пока этого желания не появилось. Ну вот, да, мне осталось только травку. Во-первых, сам холмик этот нужно провести обязательно. Вот смотрите, как быстро. Да, получается такая интересная вещица. Если вы свой рисунок придумаете, то это будет совершенно авторская вещица. Да, здесь рисунок взят из интернета. Если вы его сами напишите, это будет вообще шикарно. Или перерисуете какой-нибудь рисунок ваших детишек. Или детишки сделают вам рисунок, а вы его перенесете на сумочку. Представляете, как они будут гордиться, если вы с такой сумочкой будете гулять. Вот, я использовала черную краску и использую немножечко краски белой для того, чтобы работа получилась поинтересней. Да, белила точно такие же у меня диколовские. Стараюсь работать очень быстро. Повторюсь, я не разбавляю ничем. Да, даю какие-то блички на световых местах дерева. Почему люблю белое? Потому что мне кажется, хочется освежить какие-то места, да. Но это вот чисто какие-то индивидуальные вещи. Я показываю так, как я люблю. Вы можете это делать полностью с вашими представлениями о прекрасном и о том, как вы привыкли что-то писать. Да, здесь работа прям уж совсем декоративная, поэтому не думаю, что прям какие-то сложности возникнут у вас с ее написанием. Да, хочется, чтобы какой-то свет в этой работе все-таки появился. Ну, даже в теневых местах я себе позволю это делать, потому что мне хочется, чтобы все это смотрелось поярче и повеселее. Ну, конечно же, цветочки, ромашки. Прям вот так вот кисточкой пум-пум, и все заиграло, все родилось. После того, как это высохнет, вы все можете прогладить утюгом краски по ткани. У каждой краски написано в инструкции, как это проглаживается, да, и все у вас, я уверена, сложится в итоге
замечательно. А наша работа уже почти готова. Я сейчас немножечко по фону вот так вот красочки размажу, для того, чтобы смотрелось это все более жизнерадостно. И немножечко позволю себе сделать небо более живым. Да, нанесу краску вокруг крыш. Чтобы это все зажило. Да, все просто, предельно и, на мой взгляд, доступно для любого человека, который даже считает, что рисовать он не умеет. Если не умеете, скажу вам только одно. Нужно учиться потихонечку, но учиться так, чтобы получать от этого удовольствие. Вот такое вот небо я побросала, как будто облака есть на этом небе. Вот такая вот получилась история. Да, брошу чуть-чуть белил, и у меня ушла крыша от домика. Я ее сейчас поправлю одним мазочком, и на этом мы закончим работу с этим объектом, потому что больше здесь особо делать и нечего. Вот осталось только мне поставить серединки у ромашек. Восковые, когда я после высыхания краски все проглажу, даже дорисованное что-то у меня замечательным образом. Хочется мне немножко солнышка бросить на деревья, на освещенную их часть. Вот и все. Да, мы с вами написали вот такую симпатичную работу. Повторюсь, закрепим мы ее только тогда, когда высохнут краски. Если вы краски по ткани не использовали, то закрепляем работу через лист бумаги с помощью проглаживания утюгом. Если красками дописали, на утро сможете взять свою работу и прогладить утюгом через бумагу или через ткань. И все у вас будет замечательно. И ваша сумочка будет радовать вас своим замечательным видом. И на этом я попрощаюсь с вами. С вами сегодня была Наташа Фохтина. Всего доброго и до свидания. Пока-пока.